Всем привет! Вы на канале AI-моделисты и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня посмотрим новинку, а вернее новинки фирмы Takom. Ударный вертолет AH-64 Apache в 35 масштабе. Стоимость модели составляет 5913 рублей. На данный момент имею на руках 5 разных наборов этого вертолета. Первый из них перед вами модификация D, второй модификация E, третий набор AH-MK1, следующий набор AH-64DI и пятый набор, на данный момент, как и первый, модификация D. Набор ограниченного тиража, декали здесь другие, в отличие от первого. Для обзора возьму самый первый набор с артикулом 2601, а после него покажу и другие. Вернее, их отличие от этого набора. Итак, в наборе содержатся литники с деталями, инструкция для сборки, фототравление, проволока, резиновая лента для пушки, декаль и металлические трубки где-то там внутри еще есть. Модель по размеру большая. В длину фюзеляж вертолета будет больше 40 сантиметров. Как раз половина фюзеляжа перед вами. И вторая половина тоже. Детализация очень высокая. Имеется клепка, причем она внешняя. Киль отлит вместе с фюзеляжем. Деталей в наборе куча. Количество сказать не могу, но очень и очень много. На данном литнике присутствует крыло, стабилизатор, пилоны подвесного вооружения. Верхняя часть фюзеляжа, куда крепится ротор. Крыло великолепно проклепано. Имеется места под две точки подвески, по два пилона. Стабилизатор. Два одинаковых литника с подвесным вооружением по крышке колес. Колесо отлито без диска и располовинено. Имеется имитация нагрузки. Основание кресла пилота. Или оператора. На самом кресле имеется фактура. Привязные ремни фототравленные, есть в комплекте. Подвесное вооружение. В основном выполнены в одну деталь, вернее не располовинены. Декаль на техническую информацию для него имеется также в наборе. Следующий литник с частью фюзеляжа, колесами, стойками шасси, воздухозаборниками двигателей. Заднее колесо предлагается в двух вариантах. Диск отлит отдельно. Это часть диска основных колес. На данном литнике расположены детали интерьера кабины экипажа. Кабина в модели очень даже детализированная. Кокпит. Приборы отлиты сразу в пластике, но, по моему мнению, 3D-декаль здесь очень даже и нужна. Остекление кабины очень объемно и видно будет все. Приборная панель с экранами. В наборе есть декаль на все это дело. Задняя спинка кабины. Литник с хвостовым винтом, с пушкой.
Хвостовой винт 4-лопастной. Тридцатимиллиметровая пушка М230. Надеюсь, что не ошибаюсь. Ствол пушки рассверлен. Два одинаковых литника с лопастями несущего винта. Четыре лопасти у несущего, так же как и у хвостового. Лопасти вариативно можно собрать в сложном виде, набор это позволяет. К примеру, если у вас мало места на полке. Боковые части фюзеляжа, где расположены антенна системы предупреждения о радиолокационном излучении, бортовой компьютер системы вооружения. Оборудование можно оставить открытым. Выглядит все это просто четко. На данном литнике расположены капоты двигателей. Двигатели, не сказал до этого, в наборе имеются. Очень детализированы, и их можно оставить без капотов, так сказать, показать миру. Несколько литников с различной мелочевкой и не очень, но не буду на них останавливаться. Литник с прозрачными деталями. Литник достаточно объемный. Детали прозрачные, без искажений, клепка имеется. Резиновая лента для пушки. Восемь металлических трубок используются для установки несущего винта. Проволока. Не обнаружил в ППХ, зачем нужна, думаю, что вы подскажете. Плата фототравления. Фототравления в наборе много. Аж 4 платы. Декаль. Декаль на 3 варианта окраски. Все на американцев. И еще один лист декаля. Здесь техническая информация на сам вертолет и на вооружение. Лист огромный. Инструкция для сборки. Сделана в виде книжечки. На второй странице содержимое набора. Дальше шаги сборки. Вроде бы все неплохо, но есть но. Все очень мелкое. И самое но – это отсутствие цветов для окраски. То есть их нет вообще. В общем, на экстерьер есть в конце, конечно. А вот как красить, к примеру, интерьер – нет. То есть нужно искать фотографии прототипов. Схема нанесения декалей с технической информацией. И схема окраски модели. 3 варианта. Вертолет показан с 2 ракурсов. И опять же, все очень мелко. На этом данный набор закончился. Переходим к модификации Е. Артикул 2602. Визуально, как я понял, модификация не отличается от модификации D. Установлены новые композитные лопасти винтов и современная электроника. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. По комплектации добавлены печатные детали, очень похожи на какие-то болты, или что-то в этом роде. Декаль на 2 варианта окраски, оба также на американцев. Техничка такая же, как и на предыдущий набор.
Схема окраски модели. Набор номер 3. Артикул 2604. Вертолет AH-МК-1. Как вы поняли по аббревиатуре МК, это британцы. Лицензионная версия AH-64 с двигателем Rolls-Royce. Много литников, которых я не нашел в предыдущих моделях. Новая RLS, которая расположена над втулкой несущего винта. Капоты и обтекатели двигателей. Пилоны. Два одинаковых литника с подвесным. Кстати, я не знаю, что это. Нужна помощь клуба. И два одинаковых литника с мелочевкой. И еще россыпь деталей. Резиновая лента, проволока, трубки и травления такие же, как и в прошлых наборах. Декаль на 3 варианта окраски, все британцы. Декаль с технической информацией. И схема окраски модели. Четвертый набор, артикул 2605. AH-64DI. Израильская армия. DI глубоко модернизированная модификация D. Изменено крыло, есть изменения на фюзеляже. Нашел один литник, которого не было. 4 одинаковых литников с подвесным. Здесь тоже помощь клуба, просто необходима. Декаль на 3 варианта окраски. Декаль с технической информацией. Схема нанесения их. И схема окраски модели. И пятый набор с артикулом 2605. Это модификация D. Но в окрасе армий мира. Декаль на 5 вариантов окраски. Техничка. И схема окраски модели. Первый вариант – Объединенные Арабские Эмираты. Второй – Нидерланды. Третий – Кувейт. Вариант номер 4 – Греция. И пятый, заключительный вариант – Сингапур. И на этом все. Приобрести любой из наборов, а можете прям все, если хочется, на нашем сайте i-modelist.ru. А я с вами временно попрощаюсь. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.